Ми повертаємося до розмови з лідером студії «Квартал 95» Володимиром Зеленським. Володимире, ви закінчили юридичний факультет. Туди вступили, щоб посміятися з деяких наших законів? Поступал на юрфак, думал, что меня ждет карьера адвоката. Слишком, видимо, я много смотрел фильмов, где адвокат — это целый, знаете, спектакль такой, когда люди могли такую какую-то устраивать защиту интересно. К сожалению, у нас все не так ярко все, как это в иностранных фильмах. Я это увидел, и мне это стало скучно просто. Тут надо так, либо юрист, либо артист, надо выбирать. Потому что если я юридически начну в своих мозгах копаться и юридически относиться к нашему юмору и ко всем политикам, я буду очень предвзят. Это неправильно. То есть я буду смотреть, что не на поступки людей, а в силу чего они их совершили. А это вообще, это уже не смешно. То есть, чтобы писать смешное и играть смешно, надо быть очень легким. Поэтому мне и нужно было отказаться от своей профессии. Ви нерідко на сцені ніби виконуєте обов'язки президента. Да. Дивитеся спеціально його виступи, промови, щоб відчути стиль, манеру, щоб легше було його грати. Событийно. То есть, на самом деле, времени нет все просматривать. Абсолютно нет. Но и у нас, слава богу, большой коллектив. Есть люди, которые просто все отсматривают и приходят и приносят вот такое событие. А как он отреагировал, я спрашиваю. Отреагировал вот так. А как тот сказал? Сказал тот. Ну, все понятно. То есть нет времени во всем копаться. У нас есть авторы, которые сидят днями и ночами в интернете и смотрят телевидение, и рекламу, и все. Ну, а дальше наше дело творить. Нет времени редактировать, надо сочинять. Вы и есть та самая Анджелина Джоли, буйная хозяйка постели. Да. А вы и есть тот самый Брэд Питт, вонзающий жало в плоть? Да, да. Я вас себе таким и представляла. Так, да, давайте будем жить вместе в одной квартире и поставим компьютеры рядом. Давайте. Только обещайте, что хотя бы раз в неделю мы будем видеться. Обещаю. Обещаю, ведь между нами столько всего общего. Да. У нас с вами даже глаза одного цвета. Красного. Якось ви сказали, що розлучені з інтернетом. А давно? Сразу мы как-то не поженились с ним. Я, понимаете, придумав такую библиотеку, да, великую, гениальную, под названием интернет, такую удобную, люди, к сожалению, все люди стали не защищены. Ну, то есть сегодня, благодаря интернету, возможно всякое. Конечно, надо быть идиотом, чтобы говорить, что новые технологии не нужны. Да, я это и не говорю. Но то, что какие-то блокирующие системы должны существовать, это факт. Вот, допустим, мы столкнулись, ну, и сейчас, ну и вообще мы сталкиваемся, допустим, с пиратством, да, то, на чем во всем мире люди зарабатывают деньги, я вам скажу элементарно. Вот мы пишем шутки, да, но это же наше творчество. Ну, мы же это придумали, мы же не украли. Мы хотим, чтобы это нам приносило доход. Это нормально, мы же, и вы эти шутки видите в интернет таком-то издании, а потом там, а потом в интернете читают такой-то юморист читает и считает, что это его уже, понимаете? И это вот такое вот. Мы сейчас сняли фильм через неделю после того, как в интернете этот фильм. А это наше детище. Мы его сняли. Мы хотим доказать всем украинцам, что это бизнес. Надо снимать. Надо вкладываться в украинское кино. Посмотрите, это приносит деньги. Как можно людям доказать, если его через неделю выложили в интернете, все скачали? Ну, то есть это, поэтому я и говорю, что я с интернетом не дружу. Но много причин. Во-первых, наше творчество не защищено. Второе, наш бизнес не защищен. А третье, самая главная проблема в интернете, то есть люди не упираются. Вот. Если раньше мне, чтобы что-то найти, мне нужно читать, и люди развиваются. На самом деле это факт. Поиск, война, понимаете, спорт, это все дает человеку, формирует его характер, его личность. А сегодня все, иди, свободно, это кайфово. Но с другой стороны, когда ты задаешь человеку вопрос, он тебе говорит, сейчас подожди, я посмотрю в интернете.
То есть человек не готов. Человек просто не знает ничего. Человек пользуется, у него есть интернет, и человек, не обладая знаниями никакими, обладает формальным нажатием кнопок, и он оттуда черпает информацию. То есть где-то это удобно, а где-то я считаю, что это все равно не книги. Это все равно не будет тебя развивать. Ну, Я здесь узнал, что у жены моей другая семья, что я беременный от друга, а мой друг от меня. Что я родился в Пакистане от любимой кумы. А наша школа развалилась из-за кучмы. А братья Суркисы не братья, между ними любовь. У Тимошенко обнаружили Ахметова кровь. Я здесь родился, здесь женился и, похоже, умру. И пусть напишут на могиле Одноклассники РУ. То в однокласниках є справжній Зеленський? нету, конечно. Я ничего не оформлял, я туда не заходил. Как только я помню, я начал пользоваться интернетом, и мне говорят, мы написали, и мне говорят, такое было. Я понял, что интернет еще дает такую историю, что ты читаешь и просто набираешься. А потом тебе кажется, что ты такой, а нет, на самом деле, ты набрался уже все. Поэтому я даже не смотрю свои концерты, где я выступаю. Ну, то есть очень редко, что я в чем-то там сомневаюсь, я хочу посмотреть кусочек определенный. То есть рабочий материал я смотрю, а уже готовый вариант я не смотрю, потому что я понимаю, мне надо быть легче. Я не могу в свои мозги забивать всей информацией, это очень плохо для меня. А рідні дивляться? Да, и можно. Хто ваші найбільші прихильники в колі рідних? Родители, ну, конечно. Особенно мама. Папа еще может, как папа, знаете, сказать, ну, вот это очень хорошо, это хорошо. Вот это что-то ты там перебрал, я тебе скажу. А тут ты ж там аккуратней, да ты же осторожен. А мама как мама. У мамы один сын, поэтому она говорит, все шикарно. Ви можете пригадати подію чи день, коли ви прокинулися з відчуттям, що ви вже відомі, що ви вже зірка? Вообще нет. Вот мне никогда такого не было. Я даже помню, как я об этом мечтал. Когда-то очень давно я посмотрел передачу с Меньшиковым, который после фильма «Покровские ворота» проснулся звездой. И как-то я посмотрел, ну давно. И думаю, блин, неужели может быть что-то такое в твоей жизни, что ты бах, и на следующий день тебя все в твоей стране знают. У меня это не произошло. Вот так вот, бах, резко, да. Мне кажется, у меня это шло постепенно, и я даже не заметил этого, как это произошло, когда это произошло. Ну, я и спокойно к этому отношусь. И я думаю, что из-за того, что у меня не произошло это, как у многих других, а вот у меня нет никакой звездной болезни. Из-за этого. Из-за этого. Не из-за того, что я там такой прям сильный человек, а именно из-за того, что когда человек 18 лет никто, и на завтра он там секс-символ, суперзвезда, там еще, и ему 18 лет, он думает, все, это будет до конца дней. А оказывается, нет. Оказывается, надо работать, и это быстро заканчивается. Вот из-за этого у меня и не произошло. Я спокойно к этому отношусь. Я к этому отношусь действительно как к работе, которая приносит мне колоссальное удовольствие, колоссальное. И я устаю колоссально, но и это моя жизнь. То есть я спокойно отношусь к тому, что меня узнают. Знаете, я больше сейчас похож на мою дочь, которая, когда смотрит телевизор, говорит, о, папа, и не удивляется. То есть, ну, это, знаете, это как, ну, это нормально, это как покушать на завтра. Да, что-то покушать, надо кушать, потому что кушать надо, чтобы желудок работал. Ну, так и по телевизору она видит меня, говорит, да, папа, этот костюм у тебя не очень, это, да. И все, знаете, как фотографию смотрит, просто домашний альбом. И я к этому так отношусь. Вот, да, так. У меня работа просто, в отличие от других, отличается только тем, что меня показывают по телевизору. Я к этому так отношусь. Відповідно, спокійно ставитися і до титулу найгарнішого чоловіка України. Ну уж и более спокойно, даже чем к своей работе я отношусь. Я действительно, ну, ко всем титулам отношусь очень, ну, может, не объективно, а субъективно, но очень скептически, потому что, знаете, после того, как нам несколько лет подряд не давали там разные там, это еще началось с КВНовских времен,
когда мы точно побеждали, а нам не давали победы, когда там мы выступали на международных там музыкальных фестивалях, реально были там, ну, реально мы понимали, что мы лучше. Ну, повезло. Знаете, переводишь программу и видишь, что ты лучше. А тебе давали все время второе место, ты не мог понять, почему. С годами нивелировалось вот это ощущение страшной победы. Знаете, то есть с годами это как, знаете, деньги. То есть не то, что хочется их, просто сам факт присутствия, что ты спокоен. Ты спокоен за все. Точно так же и здесь. Какая-то впереди там победа, там танцы со звездами были. Да, это просто как спорт. Знаете, мне интересно победить. Все. Мне не интересно было потом поехать в Бразилию, я и не поехал. Да, там. То есть мне не так важна там потом известность, награды, как сам момент, да, сама борьба. И когда здесь там самый красивый. Ну, я же ничего не приложил, никаких усилий, поэтому я к этой, ну, почему я объясняю, почему я спокойно к этому отношусь. Потому что если бы эта награда меня заставила там что-то делать безумно тяжелое, там, творческое, там, ну, знаете, вот, я бы шел тяжело к этой награде, тогда я, наверное, ее бы оценил по достоинству. А так я не объективен в оценке. И потом, какой я самый красивый, послушайте. Я понимаю, что выбирали просто очень популярного человека. Я реально отношусь абсолютно нормально к своей внешности. Я комик, и мне, комикам вообще не так важно быть очень красивым, если честно, да. Наоборот, чем симпатичнее человек, тем его, как комику, сложнее. Ему надо больше находить в себе в лице какие-то формы и в речи и так далее. Вот, так что, ну, есть и хорошо. Я даже брови не щипаю, не ношу каблуки. А я кальсоны заправляю под штанами в носки. Я продолжаю повторять себе, что все хорошо. Потом смотрю и понимаю, что не все хорошо. Прихильниці під під'їздом, дзвінки і мовчання в трубку. Все есть. Це все вам заважає? Просто, знаете, сколько... Я бы, конечно, сказал бы, наверное, как все говорят, что мешают, забирают личное время. Но иногда просто из среди этого ряда людей попадаются какие-то люди, которые что-то тебе такого говорят, ради чего хочется жить. Знаете, прямо такой, какая-то там бабушка там вот была, где-то вот у нас был последний концерт в Кременчуге. Понимаете, она связала мне шарф, понимаете, она вяжет шарф, потому что у тебя больное горло, я смотрю телевизор, да, я тебе... Понимаете, и как иногда люди делают такие поступки, мне не нужен этот шарф. Но это сам посыл такой, знаете, что ты такой думаешь, боже, ну вот ради этого, это вообще, это то. Вот знаете, а вот во имя такого стоит все делать. Як ви гадаєте, чи могла бути у вас криза творча, якби не, Хаос. ну так, хаос, криза політична в країні? Но хаос всегда помогал творческим людям, это факт. То есть, как всегда говорили, хаос помогал творческим людям и бизнесменам. Там каким-то, есть люди зарабатывали на кризисе, какие-то люди, а творческие люди могли всегда выделиться, потому что в кризис очень хорошая конкуренция. В кризис нужно творить, иначе ты не выживешь. И в кризис сразу все становится, знаете, когда у людей мало денег, то люди начинают адекватно, четко выбирать, на что они могут их потратить. Они не могут теперь на все разорваться. Не может быть теперь 20 звезд. Да? Может быть конкретные какие-то люди, на кого они готовы. Поэтому нам кризис в плюс. На сцені вечірнього кварталу скільки відсотків залишається для імпровізації? Іноді складається враження, що запрошені зірки не дуже знають, що з ними там буде. Но очень часто, почти все звезды не знают, что будет на сцене, они знают только тематику своего выступления, в чем идея. Иногда нам надо просто, чтобы звезда сказала какую-то фразу, и мы просим. Мы говорим, объясняем, в чем смысл, и просим сказать какую-то ту или иную фразу. А в целом звезда полностью не знает никогда. Ну и в этом кайф, что она не знает и может получиться что-то интересное. Михаил Михайлович, я прошу прощения. Ну вот, Я, конечно, прошу прощения. спокойно. Спокойно. Я попробую. Дорогой Михаил Михайлович!
Чего ты орешь? У него со слухом все нормально. Не факт. Дорогой Михаил Михайлович! Женя, перестань. Перестань. Михаил Михайлович, ну, мы извиняемся. Знаете, вот все, что вы делаете на нашей эстраде, вот это вот все, вот если бы вы жили в Англии, вам бы наверняка дали звание лорда. Да, может, ви в Англію поїдете. У вашому колективі працюють, на мою думку, суперталановиті хлопці і дівчата. Спасибо. А чи немає заздрощу до вас? Все-таки ви частіше опиняєтеся на першому плані, відзначаєтеся в багатьох інших проєктах. Вы знаете, мне кажется, что зависть же не появляется просто так у людей. Все люди склонны к тому, мне кажется, чтобы завидовать. И это, это нормально. Потому что люди просто несовершенные, и все. И ничего тут страшного нет. Другое дело, если ты руководитель, как я к этому отношусь, да? Я бы никогда не пошел бы быть руководителем, если бы я не чувствовал в себе силу. Я бы никогда им не стал. И поэтому, то есть, не виноват тот человек, который завидует, а виноват всегда тот человек, кому завидует. То есть, если мне завидуют, значит, люди чувствуют, что они на таком же уровне находятся, что и я. Значит, люди чувствуют, что они могут так же. И поэтому задача руководителя быть всегда просто сильнее. Это правильно. Это моя позиция. Как бы, если бы я почувствовал, что я как автор, проигрываю своим коллегам, я бы просто не был руководителем. И все. Вернее, мне бы это сказали, потому что мы все, достаточно в нормальных, демократичных внутренних отношениях находимся. Мне бы сказали: Вова, пишешь ты плохо, пишешь ты, Вова, плохо, так что ты не имеешь права выбирать, это хорошо или нехорошо, ты неадекватен. Як складаються у квартальників стосунки зі спортом? Это капец. Это смертельный вопрос, не в бровь, а в глаз. Почему? Потому что мы, конечно, очень хотим заниматься спортом, и иногда получается пойти в спортзал, но вообще это очень сложно. Такой график. Спорт это все-таки в наши годы спорт это такое занятие, где нужно придерживаться и диет, многоразового питания в день, и нормального, и не есть на ночь, и не выпивать на ночь, и вообще не выпивать, и заниматься регулярно. Это все, все, что я назвал, это все невозможно. Да? Гастроли, мы отдаем энергию на концерты, после концерта мы приходим, мы хотим есть. Как ни крути. Потом психологическая нагрузка, иногда по несколько концертов в день. А плюс к этому добавляются какие-то телефонные разговоры. А вот мы слышали в кулуарах, кто-то на вас точит зубы. И это все, оно все смешивается. Тебе нужно выпить 50 граммов коньяка или вина и расслабиться просто. И все это не очень связано со спортом. Есть возможность с утра поотжиматься и пресс поделать. Значит, вот так. Останнім часом ви все частіше говорите на сцені українською. Враховуючи вашу мегапопулярність, це, звісно, сприяє популяризації української мови. А що ще, на вашу думку, варто робити для українізації України? Я вам скажу, что я не просто... Я иногда приезжаю в любую, в Грецию. Я поражаюсь, как таксист говорит на языке не своем родном, на английском, свободно говорит со мной. Поражаюсь. Таксист, обыкновенный таксист, говорит на английском лучше, чем я. И по Франции заходишь в какой-то бутик, человек говорит по-французски, коп говорит по-английски. А я в Америке снимался в фильме, со мной человек говорил по-украински. У нее дедушка украинец, и она по-русски не понимает. Она может по-английски и по-украински. Представляете? Я всегда поражался, как люди западные умеют быть настолько образованными людьми. Всегда удивлялся. И я понял, что нельзя ничего запрещать.
Отже, ваша 4-річна доця розмовляє українською, тому що ви цього не забороняєте? Да. Ну, це жарт, звичайно. Я розумію, що незалежно від того, якою мовою ви розмовляєте, ви залишаєтеся великим патріотом України і завжди очікуваним і бажаним гостем на Буковині і в Буковині, де ми спілкуємося. Спасибо. Дякую за цікаве спілкування, за відверті і, де треба було, дотепні відповіді. Сподіваюся, це не остання наша телевізійна зустріч. Нагадаю, що з лідером студії «Квартал 95» Володимиром Зеленським ми спілкувалися за сприяння готелю «Буковина». Дякуємо за увагу і до нових зустрічей в ефірі. А нет.